Я не могу на это. Попробовать можно. Ну мы попробуем, само собой, да. Little Miss Rarity — это комикс, от которого шугаются даже самые матерые ветераны крипипаст по My Little Pony. О нем не принято говорить не то что на людях, а даже просто так. О, нет, это не потому, что он какой-то там супер страшный, нет. Дело в его излишней, выливающейся за край влетающий в тебя не только с первых страниц, а сразу с двух ног. Конечно, задача устоять для людей, осмотревших терабайты SFM-ного контента с модельками, на полигоны которых без боли не посмотришь, казалось бы, пустяковая. Это несерьезно, это какой-то жалкий детский уровень. Но даже эти благородные воины Аллаха бежали в страхе, завидев Рарити, пихающую себе нож туда, куда бы в жизни никто не догадался. И это лишь верхушка айсберга, которая в этом комиксе граничит чуть ли не с особо изощренной. Но это лишь мнение тех, кто не удосужился вникнуть в комикс чуть поглубже. Ведь зачем? Судят же всегда по одежке. Да, так и есть. А еще провожают по уму. Поэтому давай садись сюда, родной, и я расскажу тебе, как весь фандом открестился от комикса, который по итогу оказался одним из лучших бронепроизведений за всю историю их существования. И я расскажу, как крупные каналы, читавшие комикс глазами, а не сердцем, или вообще не читавшие, создали вокруг Little Miss Rarity ауру бессмысленного, в то время как на самом деле под ней скрывается настоящая библейская притча о взрослении. Мы с тобой пройдемся не только по Аску, но и по предыстории, полной безнадёги, по восстановленному по крупицам нереализованному потенциалу, по личной трагедии автора, граничащей с полным личностным крахом, который, несмотря на это, все равно сумел всех поиметь, так еще и остался в плюсе. И закончим духовным наследником проекта, ведь, как говорится, надежда-то последняя умирает. И не буду прям сильно кечиться, но сегодня все западные коллеги будут и высушены на, потому что сегодня с нами сам Люфтоник, автор Little Miss Rarity. Старый волк дал мне не просто какое-то интервью, он, считай, соавтор этого ролика. Well, hi everyone, I'm Jay. I'm the original creator of Little Miss Rarity, and I'm here to say thanks for watching this video. I'm not gonna take up too much of your time because I got a gun to my head. So I'll see you later, enjoy the video. I got a special message at the end of it. Okay, bye! Досматривай до конца, потому что там я расскажу, как ты сможешь получить сигну от Люфтоника. Где ты еще такое видел? О да. Да. Итак. Вас, если что, предупреждали, в начале было плюс 21, поэтому. 17-летний Люфтоник, на тот момент еще просто Джей, переживает не самый лучший период своей жизни. Его творчество на Фурафинити не подавало особых признаков жизни и видимых надежд на хоть какую-то малейшую перспективу. Он не знал, чего хочет сам от себя, жизнь постепенно скатывалась в настоящий ад. Тогда со стороны отца достиг своего пика, и парень просто не знал, как выкарабкаться из сложившейся ситуации. Казалось, что единственный возможный для него выход — это сдаться, прибегнув к Роскомнадзору. Тогда свой шаг в этой истории делает Дэвид. Заметив состояние своего давнего друга, он приглашает Джея к себе на обед, дабы поговорить по душам и понять, что происходит. Постепенно их разговор переходит к возможным вариантам справиться со сложившейся ситуацией. Дать выход эмоциям, что ли. Они были настоящими друзьями, и увлечения у них, соответственно, были одинаковые. Бля, какая. Вот это деду надо. Так, сложив 2 плюс 2, Джей и Дэвид пришли к тому, что решение завести свой блог в духе Аска Пинкамины будет тем самым эмоциональным спасением для него. На тот момент любимой пони Джея была Twilight Sparkle, и идея пришла сама собой. Такая она все-таки, да. Я бы ее как следует отжал. Как любитель трагических историй, ему всегда нравилось создавать безнадежные ситуации в духе Ночного Дозора, Silent Hill и жуткого тревожного повествования и миропостроения. Он захотел сделать блог о том, как Твайлайт находит колоду проклятых карт Таро, чтобы фанаты смогли сами выбирать, какую из них она вытянет. И результат зависел бы от карты, но так или иначе хорошего конца не может быть. Вы что, в киосках их заряжаете? В свою очередь, Дэвид отдавал предпочтение персонажу Рарити, полагая, что его друг также разделяет это. Я думал, тебе нравится Рарити? Нравится, но Твайлайт моя самая любимая. А что бы ты сделал, если бы выбрал Рарити? Не знаю, пусть она случайно уколет себя швейной машинкой и поймет, что она... Просто потому, что это ее заводит. Чувак, это звучит круто. Да, это
Реально круто. Вернувшись домой, он изобразил несколько кривых, как Джей выразился, панелей с Twilight и картами Таро, а вскоре была и создана первая часть Little Miss Rarity. Идея с камерой, словно это эдакий лайфблог, который Rarity ведет, ему вкатило на все 120%. Своего рода это был его ответ блогу Pinkie Pie. Прямое взаимодействие с ним через интернет и сеттинг Аска. На одной из страниц он написал фразу «Тебе нужна помощь». Джею показалось забавным придать ей зловещие ухмылки, как будто она не намекает лечиться Пинки, а предлагает помочь в ее деле. Ну сходи к доктору, ёлы-пал, не в интернет, а к доктору. Фактически, это было заявление о себе не только со стороны Rarity, но и со стороны автора. И вскоре эти слова возымели свой вес. На следующее утро после публикации произошло что-то поистине невероятное для 17-летнего парня, чья единственная соцсеть, Furafinity, за 6 лет своего существования набрала всего лишь 3000 подписчиков. Всего за 12 часов на его Tumblr подписалось свыше 1000 человек. Это было не что иное, как признание, и он понял. Нужно сосредоточиться на Аске, выложившись по максимуму. Итак, 11 октября 2011 года жизнь парня полностью изменилась. Little Miss Rarity официально стала делом всей жизни Люфтоника. Вот же сюжет произошел не сразу. На тот момент он работал по принципу: кто-то задал интересный вопрос, Сосал? Сосал. он рисует что-нибудь криповенькое или странное в ответ. Введение новых персонажей и попытка рассказать настоящую историю осуществилась лишь значительно позже. Но для нас-то с тобой, родной, она начинается прямо здесь и сейчас, поэтому не вижу смысла медлить. И снова лагает YouTube, а звонки в Telegram не идут. С этим на изичах справится дед VPN. Но знаешь, что самое крутое? Пару кликов и тебе открыт доступ ко всему. Call of Duty Mobile, оригинальный GPT и все остальное, что пропало из App Store. По факту это один из самых удобных и премиальных VPN сервисов. Работает быстро, стабильно и не мешает другим приложениям. В отличие от обычных VPN, с дед VPN работают даже банковские приложения. Сейчас, когда блокируют звонки в Telegram и WhatsApp, иметь VPN на телефоне необходимость. И вот тут дедуля реально спасает. На iPhone вводить вообще ничего не нужно. Первый пробный период бесплатный, регистрация не понадобится никогда. Ни карты, ни почты, ни номера. Нажал разрешить, и VPN пашет как надо. Хотя есть один нюанс. Чтобы найти приложение, нужно сменить регион App Store. Заходишь в настройки, меняешь страну, например, на Казахстан, вводишь данные, они будут в описании под роликом. Потом обязательно перезапускаешь App Store, иначе приложение не появится в списке. После этого вводишь дед VPN и скачиваешь. Также есть и Android версия, ссылка и инструкция будут в описании. Внутри есть поддержка СИ, живые менеджеры, которые реально отвечают и решают любые вопросы. Так что если надоели лаги и падающие звонки, настрой один раз и забудь. Вдохновившись неким блогом Пинкамины, что является жирной отсылкой на первоисточник в лице ее Аска, Rarity, расчехлив камеру, стартует свой аналог, обещая той с ехидной улыбкой на лице помочь. Первый пост рассказывает о кошке, расцарапавшей ее лицо. И это немногое, что заслуживает внимания в последующих так называемых постах своего аморально, чрезмерно развратного блога. Мерзости здесь действительно достаточно. Например, как вам сцена шрамирования, или бека, или понятие сметане на весь экран. Базару нет, комик сразу заходит с козырей, но не дай себя обмануть, это лишь маска, под которой скрывается настоящая история. Сюжетная движуха попрет ближе к следующему тайм-коду. А пока трэшачок! Триггером ее девиации послужило несколько факторов. Все началось с террора в Понивилле, устроенного Пинкаминой. Постепенно деревня практически пустеет. Rarity заперлась в бутике, медленно сходя с ума от страха. Затем в один из дней, испугавшись грозы, кошка набросилась на модельершу, и она сорвалась, устроив мохнатой космическую программу прямиком в стенку. В тот момент от вида крови что-то у нее щелкнуло. И именно тогда она наткнулась на Аск Пинкамины, потеряв голову. Влюбилась она так, что не просто отшлифовала себе все, что нужно и не нужно. Мамочка. А сшила себе куклу розовой, забив внутрь останки кота в качестве наполнителя. Так Rarity и превратилась в монстку. И это не могло не сказаться на тех, кто делит с ней бутик. С чего бы начать? Ну, например, со Свити Белли и ее подруги. Да, это определенно довольно провокационный кадр, но, как чувак заявил, за ними не стоит ничего, кроме холодного расчета в попытке запустить вокруг комикса хайп. Даже такой ценой. По крайней мере, он так сказал. А потом на огонек внезапно заскакивает Twilight. Ну и Рарита не растерялась, приложила ее швейной машинкой
машинкой по голове. Ну, я не знаю, по крайней мере, кобыла сожалеет. Да, у мальца перегнали. Ну ладно, машинка, будто бы этого было мало. Наша швея заломала Rainbow Dash тем самым приемом из гачи-мучи, превратив ее в настоящего слейва. Кто бы мог подумать, что традиция лепить из побросителя накрашенную лесбуху начал не я и даже не понивирус. Это все с 14-го года еще поперло. Да, не ту, конечно, тогда по телеку крутили, ой, сука, далеко не ту. Да, действительно, уж лучше бы крутили то, как кобыла клеймит себя или пихает нож. К сожалению, это действительно имеет вес в сюжете. Ну, типа, святое место она осквернить не может. А вот концовка хаты уже явно не имеет. Это был определенно перезавоз, но Твайлайт быстро наколдовала Рарити новую гриву. Как видишь, за хедшот в виде швейной машинки она не то чтобы в обиде. Она в Рарити. Вот так шандарахнулся об тумбочку и что-то щелкнуло у тебя в голове, прикинь. Внезапно прямо посреди аска шрам Рарити начинает точить, перерастая не просто в учение, а в настоящую баню, за которой из трипа наблюдает кукла Пинкамин. Твайлайт уволокла Рарити в больницу, где ее за 9 страниц поставили на ноги. Но важно то, что камеры-то больше нет, когда как комментаторы все еще присутствуют. Итак, в одну из ночей кукла оживает. Следующий кадр, и Рарити уже вовсю гоняет чаис настоящий. Чё, что ли, я не буду с тобой встречаться, поехавшая. Пинкамина ведет себя словно злое пророчество, что тут же сбывается, когда та открывает глаза. Был ли это сон, уже не важно. Свити Белль пробормотала силам гвардии секреты мамочки, и к ней нагрянули эквестрийские СБУшники. Ой, гвардейцы что-то могут? Несмотря на то, что Рарити сковали цепями в темном подвале в ожидании суда, странная у вас какая-то полиция, диагноза сюрприза здесь не происходит. Стражник просто оставил ее на ночь в одиночке. Ну, просто так не отделаемся, вместо этого будет нечто похуже. Рефлексия, в ход которой вмешивается Пинкамина. На словах о том, что Рарити желала бы жить свою материнскую жизнь, из живота Рарити, подобно чужому, вырывается кукла. Нет, теперь она зовет себя Опал, ее дочкой, которая отныне никогда больше не бросит свою мать в беде. На следующее утро возвращается генерал, что на приступе адекватности начинает косплеить Луну из диагноз. Не обошлось. Неистово возбудившись от процесса, Рарити не особо противилась ему. Но так сложилось, что абсолютно злого, потому что злого персонажа ликвидировала кошка, исполняя свое обещание. Как это уже стало принято, дама очнулась у себя дома, но на этот раз с почерневшим, практически демоническим глазом и странной запиской под дверью. Это, в принципе, единственные вещи, которые беспокоили ее, ведь у генерала не понесет за собой никаких последствий. И все. Как обычно, гвардия Ликорны не способны ни на что. Ну, можно было бы так сказать, если бы они хотя бы были бы живы. Пойдя к местному полосатому глазному, Зебра проясняет Рарити один момент. Внутри нее оселилась игрушка-дьявол, причем по ее вине. Уже следующим утром происходит очередной ивент. На сей раз глаза Рарити превратились в пуговки, так как та наступила на ядовитую шутку на пути к полосатой. Ничего не видя, она наткнулась на чудом выжившего генерала, что и оставил эту записку с угрозами. И занялась с ним любовью. Женскому полу как было на меня и продолжается вот это. Да и мне на них раз так. В любом случае, пойдя на шум воды, наша мисс Раритка поскальзывается и о край ванны, заблагорассудно заправленной генералом противоядием от этой самой ядовитой шутки. Шутка в другом произошла, походу. Понятие в случае Рарити немного растяжимое. Она давно уже была. Ее Пинкамина. Все это время она ходила живой шкурой киской, сама того не ведая, преследуя Пинкамину как ужасающее напоминание того, кем когда-то была розовая раньше. Наша швея, или то, что когда-то ею было, охотилась за ней как бессмертная хтоническая нёх, внушая ужас даже главному герою Капкейну. Внезапно Рарити очухивается в окружении своих подруг. Все выглядит нормально, будто бы и не было того ужасного кошмара, от которого она сейчас проснулась. Однако модельершу больше не устраивает такая жизнь. Горбатого, как говорится, могила исправит. И то это здесь немного под сомнением. Так что она долго не думала и, подсуетившись, запустила буквально маховик заново. У нее есть план, и она его придерживается. План по созданию из Эквестрии своего магического мирка. Что здесь происходит? Чего не Швейной машинкой по голове яблока Раритет утащила к себе на подвал не только побросителя, но еще и кипиточного жителя, аргументируя тем, что все началось с них. С капкейков. Че, пацаны?
Перепишем капкейки. Но планы прерываются. В схватках кобыла хватается за живот. Из нее снова вылазит кукла. Нет, на этот раз рождается, фактически разрывая ту пополам. То, что на самом деле все это время вынашивала в себе Рарити, рождается на этот свет. Когда та зашила в куклу сердце своей кошки, ее выбрала сама тьма как проводника. Как свою мать. Она понимала, что одержима, но не знала, что внутри нее оселилась не опол, а нечто похуже. Все это время, причиняя боль и страх своим друзьям, она вскармливала само воплощение разрушения по Ветхому Завету. Но на удивление Рарити счастлива, даже находясь при... Ее мечта исполнилась. Она стала матерью, даже несмотря на бесплодие. Она защищает существо, что пришло уничтожить этот мир, атакуя Applejack с улыбкой на лице. Это судьба греха зависти, готова пойти на все ради исполнения своей мечты. В это время Твайлайт тоже не стояла в сторонке. Внезапно Трикси приносит ей аркану Таро, призывая их ни в коем случае не отдавать Селесте. Не особо думая, Твайлайт случайно делает расклад, вытаскивая карту с изображением Абаддона. Понимая, что такой знак не к добру, она обнаружит у себя и оккультную книгу с ритуалом, способной спасти Эквестрию. Некрономиклоп, мать его за ногу, которого раньше не было в ее библиотеке. Ну, автор даже не скрывает. Не, ну что за легенда, как говорится. Для того, чтобы это провернуть, ей всего-то придется расстаться со своими зубами, заключив сделку с самим Мелисом, владыкой тьмы и страха. Не смотри на его сосиска. Каким бы озабоченным матершинный козел не был бы, он предлагает разрешение ситуации. Ну... Его нет, все, миру габелек. Пламя его сына, Абаддона, так или иначе превратит мир в ад. Даже если... Но тем, кто одна есть. Твайлайт достаточно лишь пустить владыку страха в свою голову, чтобы вместо ее мира он кошмарил мир внутри ее головы. Это спецпредложение от заведения. Просто потому що она какая... Гей, друже, я гадаю, ти помилився дверима, шкіряний клуб 2 поверхами нижче. Йди на... Гана, тебе шкіряний чоловіче. І я гадаю, нам треба вирішити це прямо тут, якщо ти вважаєш себе таким крутим. Розумно. Пока Абаддок махался с Applejack, внезапно позади него оказался Мелис, царски гэпающий его на башню, производя контрольный в голову. Что ж, вы много спрашивали, куда же пропала ящерица? Ну так вот, подобно картине Ильи Репина, его же отец, не в порыве гнева, а в желании с пони. Стрельнул свой у меня интернет. У нас это выглядело, ну, все, меня забанили. И все, и замолчал. Он выстрелил, ты замолчал. Тем не менее, Мелис таки сдержал свое слово. Руками Твайлайт он извлек из головы Рарити рог, реконструируя мир на основе ее воспоминаний, эмоций и мыслей, отматывая события к моменту в ванне Рарити. История вновь начинает идти по спирали, но на сей раз ее инициатором становится Мелис. Ну, наверное, надо сказать спасибо, что на этот раз без апокалипсиса. Ну чё, мужик сказал, мужик сделал, Абаддона нет. Конечно, реконструкция мира сказывается и на остальных подругах. Модельерша помнит одновременно несколько версий своих друзей из двух миров. Ее кошмара из начала и реальной жизни. Поэтому Пинки Пай получает раздвоение личности на себя и Пинкамину. Рейнбоу Дэш становится просто озабоченной, а Флаттершей... Ну, Флаттершей устроила у себя на хате батл рояль, по итогу заняв топ-1. Виной тому волоски Мелиса. Семена страха, превращающие каждого в свою сокрытую глубоко внутри темную версию. Каждая из Main Six теперь обладает меткой по левому глазу. Они грешники, подчиненные одной Альфе, что когда-то должна решить их судьбу, согласно легенде. Это есть иерархия прислужников самого владыки страха, призванная для того, чтобы распространять его влияние на миры. Но некоторые из подруг решают сопротивляться греху, вытворив себе одержимый глаз. Applejack сразу доказала, что это возможно. Но это все не значит, что Бородач плохой. Подобно гадюке шестикрылой, он лишь питается страхом, соблюдая баланс вселенной, без которого, поверь, будет еще хуже. Такой вопрос. Ты никогда не думал, почему Opalescence напала на Рарити? На самом деле ни Мелис, ни его приемыш не были к этому причастны напрямую. По крайней мере, как заявляет Козлик, но об этом потом. Виной этому всегда была Твайлайт. Именно она поигралась с картами Таро, сделав Рарити следующий расклад, даже не отдавая отчета о своих действиях. Жертвоприношение, сердце, кукла, бесплодная женщина, дитя, зверь. Она запустила эту трансляцию, и она исковеркала воспоминания Рарити, и нести ответственность за это только ей. Пока помеченные собирали друг друга по окраинам Найтмервилля, Яблоко делает неожиданное заявление. На самом деле она некий фрутконосец, и в принципе всегда ею была. Иными словами, это семья Эпплов, давшая клятву защищать мир от мрака внутри всех живых существ.
неся фрукт Евына. Да, библейские референсы в околопарной копипасте по My Little Pony. Теперь ты видел все, Надя. Поэтому Светояблоко, вооружившись серебряным протезом с ядерным зарядом наперевес, идет на штурм Мелис Тауэр. Засовывать типу его волоски туда, откуда они вновь повылазили в этот реконструированный мир. Фиолетовая и этот черт из табакерки в ее голове, в свою очередь, также пытались выяснить, почему же это все происходит. Даже несмотря на Абаддона. Ведь волоски хоть и являются проявлением Мелиса, но на данный момент его влияние ограничивается лишь башкой Твайлайт. Само собой напрашивается вывод, что здесь замешан кто-то иной. Но при попытке выяснить, кто теперь распространяет страх по Найтмервиллю, происходит нечто. Аркана выдает новые, невиданные ранее даже козлом карты с изображением некого символа и... куклы. Что здесь происходит, даже Мелис не знает. По крайней мере, он так говорит. Зато знает зализанный мужичок шуллерских замашек, вышедший из зоны под залог, собранный фанатками G5A4, вопящими о его освобождении по причине невероятной красоты. Но Эйс это вообще, я понял. Не по комиксу, а по жизни. Он обещает пояснить за карты, но пока Твайлайт тушила пожар в паховой области, тот сразу же дельтанул восвояси со всей колодой. Кому бы ты думал? К Трикси. К настоящей Альфе. Твинкл Спринкл пытается преследовать его, но внезапно остальное сборище тиммейтов Криосана уволакивает ее на чаепитие, где Эпплджек застает немного уплотнившуюся в своих бедрах куклу. Мне кажется, я не смогу себя контролировать. То, чем плюшка Пинкамины вновь одержима, ведает, что новый источник заражения отнюдь не она, как подумала Киберяблоко. На самом деле источник у реки. Твою мать. Теперь Твайлайт и Эпплджек играют в догонялки. Одна хочет назад свои карты, вторая остановить заражение. Одна цель, разные методы. На подходе к Трикси гачи-мучеников, затеявших очередные разборки, встречают ее подсос, открывая страшную правду. Все это время Трики-Трики, подобно Старлайт Глиммер, исказила их пути скачками в прошлое, дабы убрать как можно дальше от бутика всех, кто сможет помешать ее планам. А врешь ты все, и спишь ты в тумбочке, сказала Эпплджек, уже давно отправившая побросителя обратно к бутику. А того типа надо было видеть. Используя аркану Таро, Луламун призывает к себе на службу самого бывшего владыку ада, Бельфигора, и его хозяина Калибоса, Нолика и Дим-Димыча. Вот-вот так называемая настоящая Альфа собирается сделать расклад, решив судьбу своих грешников, но карта выдает бутерброда с маслом. Рейнбоу Дэш успела подменить их, избежав катастрофы куда ужаснее апокалипсиса. Внезапно Трикси обнаруживает себя в неком городе посреди самой пустоты. Фокусница предстает перед самой матерью, бессмертным хранителем времени. В этот момент сама вечность судит ее за совершенные деяния. За попытку вмешаться в ход времени, подбросив карты Твайлайт. За попытку присвоить себе аркану и право решать судьбу грешников, что по праву принадлежит не ей. Трикси не более чем очень сильно хапанувший в волосках грешник, позволивший не зависти, но гневу взять над собой верх. Получив от матери второй шанс, Луламун, более непомутненная грехом, осознает, что натворила. Но уже слишком поздно. Открывается разрыв, и демоны выходят в мир. Спустя несколько отсылок на людскую мифологию, бывший владыка ада инициализирует то, ради чего был призван. Снова воспылать этот мир адским пламенем. Выхватив у побросителя карты, Джеки Сильверхуф отрабатывает по бутику 120. Куда у фермера миномет? Миномет? Но вместо привета от соседа по макушке матери, все это время сидевшей в кукле, прилетает та самая аркана Таро. Настало время настоящей Альфы решать судьбу своих грешников. Это ее мир, и только ей дана эта власть. Рарити должна сделать свой последний расклад. Каким бы по итогу тот ни вышел, неправильного не будет. Время, вмешательство в его ход, альтернативные страницы, настоящее, Трикси, ее гнев, породивший эти события, и будущее, серп жнеца. Карта непредвиденного. Как говорится, а вот что было далее, это мы с вами сейчас и узнаем. В это время Трикси, наслушавшись мнения хейтерочка ее персонажа, за последнего палкой по всем заветам демонов высшей касты, Латрины Сережи и Фруструмфа и Риколи, в то время как Киберджек с побросителем вовсю разбирались с секс-сатаной, да съебались в ужасе, когда закончились боеприпасы. Выглядело это приблизительно так. Меня расстреляли, но я не сдался. И слово по заветам шестикрыльника, рогатое чучело полезло шатать кибитку. Где-то за этим наблюдала Фиолетка. Чувствуя ее страх за своих друзей, Мелис, знатно вкусив его, втопил не то что 6-ю, а сразу 9-ю передачу, трансформировав
трансформировав подругу в Nightmare форму. Рогатая Midnight Sparkle с собственной персоной. Но как бы пафосно Твайлайт не залетела на хату, загасить Бельфигора не удается. Черт из табакерки насаживает ее на свое жало и накачивает. Ядом накачивает. Ну, казалось бы, все. Кранты. Трындец. А потом происходит мистер Шипплс. Плюшевая овца Свити Белль разорвала на атомы владыку ада. Что здесь происходит, блин? А я проясню. Мать предоставила Рарити возможность разобраться с беспорядком, который учинила Трикси, своими руками, потому что над миром Альфы она не властна. Почему так? Разберемся дальше. Что ж, угроза миновала. Твайлайт хоть и накачали ядом, но вездесущая по подвалам сущая зебра быстренько подсуетилась, взяв лечение в свои руки. Копыта. Так в один из дней она вызывает к себе на допрос Мелиса, прямиком из головы Твайлайт, предлагает тому овсянку в обмен на гримуар снов, книгу некой Люцидии, его жены. Конечно же, он отказывается, говорит, ты шо, ебан? Но не в овсянке был ультиматум Зекоры, а в жизни его сумрачной любовницы. Ох ты, сука. Казалось бы, жизнь налаживается. Это уже платье шьет, как ни в чем не бывало, а ее малявка спокойно ходит гулять к остальным меткоискателям. Но в этом и подвох. Последствия новой части Дума затронули не только главную шестерку. Так Скуталу осталась слепой после учиненного ею пожара в домике на дереве в попытке отбиться от волос, в то время как Apple Bloom просто погибла. Теперь ее место занимает тело, героически украденное элементом честности из другой вселенной вместе с частью души. Злой частью души. Что может пойти не так? И да, фермерша так умеет. Она у нас здесь местный Илон Маск. Вскоре оказывается, что не все еще потеряно. Душа настоящей мелкой козявки осталась неупокоенной и вернуться в фальшивое тело не может. Поэтому Светояблоко отправляется на поиски ее души, в то время как наша Альфа в попыхах дельтанула домой. После того, как в теле куклы побывали ободушки, матери и вообще все, кому не лень, Опал снова смогла вернуться в пустующее тело, пробуждая, или вернее сказать, возбуждая в Рарити свои старые мазохистские наклонности. Дома она обнаружила кошака, который пересобрал себя из частей тела генерала, которого ранее прибила Свити Белль. Ой, как говорил Дима Куплинов. А потом они Ну, Мелиса взяли на понт. Он выдал полосатое расположение книги. Но что это была за книга и кто такая Люцидия? Знакомьтесь, блядь, дети вечности, ядрить его в корень. Они даже дети, вечные дети. Это наше будущее. Созданные самим временем. Матерью. Люцидия – дитя любви, и Мелис – дитя страха. Их предназначение – блюсти баланс добра и зла во всех мультивселенных. Альфа и грешники, знакомые нам ранее, являются противоположностью праведников и омег Люцидии. Кожное оригинальное дитятко має свою книгу, гримуар снов и том кошмаров, позволяющий распространять свое влияние по вселенным методам. Это что такое? Что такое? Закинули, я тебе сразу. Каждая из них содержит инструкцию к призыву в текущий мир соответствующего дитя вечности. С Эквестрией это и произошло. Люцидия была первой, кто забросил в нее свою книгу, превратив вселенную в мир единорогов и радуги. Дальше удочку забросил уже Мелис, преобразовывая его в то, что мы знаем как Лил Мисс Рарити. Вот только пришествие двух детей в один мир под запретом пустоты может означать начало Армагеддона, который не произошел сейчас лишь только потому, что бородатый сидит в голове у Твайлайт. Это не в этом мире. Да, здесь типа сны персонажей и их разум это отдельная вселенная. Каким оно работает? Тебя не должно. Я сам не... Когда Рарита закончила свои дела с куклокошкой... Слышь? Ты хаваешь? Ты чё хаваешь? По всем заветам хорроров ее навестила Apple Bloom, поведав во флешбеке историю своей... Когда та покинула домик на дереве, отправившись за помощью, за ней погнался древесный волк. И та упала в реку вскоре, упав с водопада на острые камни. А Эпплджек своими непонятными действиями, сама того не ведая, сотворила страшное. Альтернативная Apple Bloom с альтернативной злой частью души придумала, как можно получить свою попометку. Совершенно гениальным образом, вырезая ее у остальных. Первым под раздачу попала дебошир, Биг Мак. И в принципе никто не был против. В это же время Твайлайт шастает по лесу, ища книгу Люцидии, пытаясь обогнать зебру, дабы та не попала африканской лошади в руки. И уж лучше бы она попала в руки ей, чем ему яблоку. Начинается перепалка, в ходе которой выясняется отношения между имеющими возможность разговаривать. Рарити дефает Твайлайт, ведь именно Альфа запустила маховик, когда как Твайлайт пыталась его остановить. Сильверджек же, вселившая в свою сестру злобного духа, давит на мораль, и вскоре становится ясно почему. Ее спрятанный доселе левый глаз все это время светился бирюзовым, ютившись в теле грешника. Ну там ранее она съела волос Люцидии, чтобы избавиться от греха, но что-то не получилось. Призывы Альфы отдать фиолетовую книгу не действуют. Взяв
Взяв ее в руки, Джек Сильверхуф полностью сбрасывает с себя статус грешника. Вскинув боевой протез, Омега Люцидий ликвидирует угрозу своему священному писанию, провертев на божественном бутерброде с маслом весь расклад карт Альфы. Разнеся пол леса, Эпплджек выкидывает твист. Твайлайт не погибла, Мелис ее захиляет. Россия не Китай. У кошки еще 6 жизней. Деньги вам нужны на строительство сверхприбыльной метамфетаминовой лаборатории. А ее рейдж-мод был ничем иным, как попыткой божество. Дабы смочь защитить как Мейн-Сикс от своих коллег, так и всю Эквестрию от Армагеддона, что случился бы, получив бы Мелис книгу в своей лапте. Как будто бы ничего не произошло, Альфа и Омега отправились дальше по своим делам, искать тело мини-яблока. И вскоре те находят его там, где и ожидалось. Недалеко от того места Эпплджек находит душу малявки, унося ее с собой для интеграции во взбунтовавшееся ранее тело. Параллельно движухе Мелис, как сказать, превратился в фембойчика. Ну, я должен сказать, фембойчика. Но, увы, это не совсем хорошие новости, по крайней мере для Твайлайт. Да, она не... Но для ее спасения Бородачу понадобился полный контроль над телом фиолетового. И это результат смены ведущего. Теперь они поменялись ролями на неопределенное время, и это бородатое козлиное дитя что-то определенно задумало. Второе, что делает Мелис на пути к реализации какого-то там своего плана, это воскрешает брошенное Альфой тело Опал. Впервые кошка становится по-настоящему живой, пусть слегка и антропоморфной. Не осуждаем. Но рогатое чудище это дело не из благих побуждений. Бородач перекрыл возможность своей матери вновь вмешаться. На сей раз в его задумку. Ёп ты козел. Был бы ты человек. Минуя прибитого к потолку побросителя... Эпплджек идет разбираться с безбожно стыренной Евью из другого мира Эпплблум, пока та не попришивала всем на попки метки, уже с чужих попок. Пока эти двое развлекаются, между яблочными происходит жесточайший забив. Мини-яблоко оказывается мини-яблоком Pro Ultra, запросто отражая попытку Сильверхуфа экспортировать в нее настоящую Эпплблум, следом блокируя все атаки киберфермера, нанося контрудар по... и вновь лишая женщину протеза. Казалось бы, все потеряно, но не тут-то было. В схватку залетает мамочка наперевес со швейной машинкой и подскальзывается. Ну теперь-то уже их точно ничего не спасет. Подумал бы ты, но нет. Пытаясь достать звездючков из клетки, кошара, порезавшись, случайно заражает Свити Белль волосками. И та, недолго думая, берет и разрывает на бракованное мини-яблоко пополам. Ник Эпплджек надо было видеть. Похоже, та больше никогда не увидит свою сестру. И виновата в этом даже не Свити Белль, а сама киберфермерша. Вот такой вот жизненный урок. Подожди, это что, мораль? Мелис на фембойчике пропускает Твайлайт в архив своей памяти. Конечно же, первым делом-то начинает приводить бардак в голове старого фавна в порядок. Невольно у них завязывается диалог о Люцидии. Проигнорируя ту, которой до потолка забита его голова, ну, возможно, не то чтобы представляется. Впервые Мелис упоминает о городе Башен. Месте, где тот встретился с Люцидией спустя триллиарды лет их разлуки. Это место было скрыто от глаз вечности. Там она их найти была не способна. 257 лет они находились там. Вскоре у них родился ребенок. Не совсем в классическом понимании. Это некая метафора. Это потомок любви и страха одновременно, возникшая на грани между разрушением и созданием, между любовью и страхом. И имя ему Надежда. Когда дети вернулись, мать была уже в курсе. Появление Надежды разозлило ее. Это было то, что не смогла бы контролировать даже сама вечность. Мелис и Люцидия были наказаны, вновь разделенные друг от друга на целую бесконечность. Пока вскрывалась правда, Фавн добрался до того самого водопада, преобразовывая его в настоящую форму. Дело оставалось за малым — преобразовать еще кое-кого. Хоттабыч опускает внутрь дамбы никто иной, как рыбка из этой речки, мелькающая последние 10 минут тут и там. В это время Твайлайт со своими клонами из других миров пытается найти информацию о дамбе, но находит нечто пострашнее. Рогатый черт носился с ней не для того, чтобы тихо писать фаб-фаб в ее чат. Абаддон, ритуал, реконструкция мира, Трикси и ее аркана Таро. Все было спланировано еще 1000 лет назад ради этого момента. Ради того, чтобы привнести в этот мир его возлюбленную. Люцидия для него не просто коллега по цеху. Это его жена, с которой тот не виделся сотни миллиардов лет. И Хоттабыч пошел на все, чтобы снова ее увидеть. Тело — это то, что поможет Мелису осуществить задуманное. Хочет фиолетовая того или нет. Случится Армагеддон
или нет. Последнее, о чем он сейчас думает, это о последствиях и чужих жизнях. И он обрубает связь с Искоркой, оставляя ее в одиночестве. Для вызова Люцидии ему понадобится книга, и она уже на руках Фавна. В пылу сражения Зебра успела подменить гримуар снов и отнести его бабке Смит, главе старейшин фрутконосцев. Но каково было удивление Зебры, когда та поняла, каким именно методом старшие фрутконосцы собираются привнести гармонию в этот мир. Даже те, кто поклялись защищать мир от заразы зоны, теперь оказались лишь пешками в ее игре. Но Спаркл не была бы собой, не найдя она выход из сложившейся ситуации. Подсуетившись, она индексирует воспоминания Мелиса, Люцидии, инициализируя их удаление. В это же время Зекора проводит ритуал призыва Дитя Вечности прямиком на той самой рыбке. На одной из множества форм животных, через которых она может наблюдать за своими мирами. Принудительно Люцидия принимает свою настоящую форму, призываясь в этот мир. Хоть Мелис и начинает терять воспоминания своей возлюбленной, но план Твайлайт провалился. Призыв совершал не Фавна, а его прислужница. Внезапно Твайлайт осознает, что здесь что-то не так. Армагеддона не происходит. Подорвавшись во второй раз, Фиолетовая снимает задачу, но восстановить уже ничего невозможно. Задача запрещена кем-то извне. Единственное, что осталось в архиве его памяти, это надежда. Кто-то вмешался в ее удаление. Теперь лишь надежда осталась у Мелиса, и никто не сможет ее у него отнять. Даже сама вечность. Фавн запрещает Спарклу восстанавливать воспоминания. Он отпускает прошлое. Он отпускает ее, потому что по-настоящему любит. Но он не теряет ее. Он обретает надежду как свой внутренний стержень, как душу, что позволяет ему это сделать. Что позволяет ему понять слова, которыми Люцидия пыталась предупредить его, понять которые ранее Фавн не был способен. Если ты будешь бояться неизбежности утраты, ты никогда не полюбишь того, кого теряешь. Армагеддона не случается. Мелис не просто изменился, он переродился. Воля Фавна, рожденная надеждой, удержала баланс сущего от коллапса. Словно отказываясь от своей старой сущности, Мелис исчезает за силуэтом единорожки. Бабочка, как древний символ души, улетает в окно, символизируя новое начало. Вскоре в этом зале осталась только Твайлайт, напротив хладного Зебры. Только что закончились 257 дней ее немоты. Ну или на самом деле это просто мать запретила удалять воспоминания, потому что она типа детей своих любит. Даже несмотря на то, что держала их в страхе угрозой Армагеддона, которого на самом деле не могло случиться. Это была ложь, призванная заставить детей держаться порознь. А что касается Надежды, ну, это реальный ребенок, рожденный вопреки воле матери. Последние воспоминания о котором заставили старого козла оставить одержимость позади, уйти на пенсию, дабы стать, так сказать, примерным отцом. Go to sleep, go to sleep, go sleep, little pet. Go to sleep, go to sleep. Но какой вариант на самом деле правда, в текущем статусе комикса каждый решает сам для себя. Фактически это открытая концовка. Одно из двух. Выбор за тобой. Но я-то знаю, ты... На этом сюжет Little Miss Rarity заканчивается. Дальше Джей вернулся к классическому Аску. По сути, к своим истокам. Конечно, это не должен был быть полноценный конец. Уже здесь им закладывались чеховские ружья, что вели бы к новому глобальному сюжету. Случиться коему, увы, уже было не суждено. Не ходи в мой сарай, не ходи в мой туалет. Не секрет, что бронефандом место не из самых дружелюбных, вопреки центральной идее мультсериала, твердящей, что дружба это чудо. За время ведения автором своего Аска накопилось достаточно много хейтерочков, в основном школьного, околочебоксарного характера, ну и просто, откровенно говоря, представителей семейства тупых акул, чье существование Джей до определенного момента не смог не игнорировать. Хоть на своем пути он и встретил множество хороших людей, но, как это водится, среди них оказалось и достаточно разобраться с которыми Джею приходилось на уровне ФБР. По этой и другим причинам он принял решение завязать с этим биполярным фандомом и, как следствие, слил Miss Rarity как пони-проектом. Житель в депрессии. Да, печально то, что мы действительно могли увидеть продолжение истории. Но я так говорю, как будто это что-то невозможное. Возможно, более чем, мы сейчас его посмотрим. Чуть погодя, Эпплблум, Свити Белль и Скуталу должны были стать более центральными персонажами. Свити никогда не слушает Рарити, Скуталу слепа, Эпплблум не может говорить. Эдакий символ невосприимчивости к влиянию Мелиса. Не слышать зла, не видеть зла и не говорить зла. У них могла бы быть своя история, в которой метконосцы пытались бы понять, что произошло с Рарити, кто такой Мелис и кто
кто такая Люцидия на самом деле, почему началась эта история и кто в ней был главным кукловодом. И здесь бы вскрылось самое главное. Несносные малявки узнали, что Рарити все это время была ткачихой снов, даже против своей воли. Мелис через свое влияние, распространяемое волосками, с самого начала заклеймил ту символом Люцидии, ее сердцем. Это означало, что Рарити оказалась способна сплетать локоны его жены, создавая свои миры. Хоттабыч начал свою игру даже задолго до него, спровоцировав не только кошки, но и кошмары Рарити, от которых та проснулась в мире второго шанса, сотканном ею из волос Люци, и который был уничтожен Абадоном. Мелис все спланировал и продумал на целую вечность вперед, на основе кошмаров из темных желаний, на основе мира, лежащего в ее роге. Он создал то, что оказались не в силах контролировать ни дети вечности, ни сама мать, потому что это был лишь ее мир. Мир Рарити, в котором Мелис собирался встретить свою любовь. Постепенно швея должна была превратиться в злодейку, осознав, что может менять мир так, как ей угодно, используя силу ткачихи снов, которой та оказалась наделена чужой волей. Она захотела построить идеальный мир, который назвала «Алые ленты». Остальные из главной шестерки, вероятно, при помощи Эпплджек и ее культа фрутконосцев, должны были стать противоположностью своих 7 грехов, став небесными добродетелями, объединившись против Рарити в попытке обратить ту в щедрость. Но все должно было пойти ужасно неправильно. Хорошего конца не может быть. Так или иначе, Рарити всех, уничтожая остальную Эквестрию в кровавом вальсе Сопол, пока клинки их не друг друга на алые ленты, растворившиеся в самой вечности. Нет, сначала спасибо моим подписчикам на бусте, таким как Дмитрий Повар, на Friendship with Benefits, Ямера, Максим Жеребцов, Мёртв, Понька, Фава, Сына Маляр, Яренум, Гарри Кейзеров, Кирачан, Хайджи, Чарик, Стилрини, Обрубыш, Игорь Дэн, Никита Савченко, Лео Ви Картнер, Странник, Queen of Venus, Нимакс, Ларинит, Эмфосник, Санухеч, Олег Соколов, Игорь Несмелов, Полилуна, D489 Демо. Когда я только садился за работу над этим сценарием, я и подумать не мог, что комикс про недоантропоморфных лошадей, крутящийся вокруг жидкости, нарисованный Фури художником, под конец выдаст почти что библейскую притчу о взрослении, принятии и трансформации через любовь и страдания. Я думал, что работа над роликом погрузит меня в апатию на неделю вперед, как это было с диагнозом, но он сделал обратное. Дал мне веру в фандом, в то, что он все еще способен создать на основе мультсериала не просто бессмысленную жвачку, а произведение, прочтение коего оставит тебя в слезах. И не потому, что это дешевая драма слезовыжималка, а потому, что оно доносит до тебя хоть и простые, но мысли, идеи, которые мы зачастую игнорируем, не воспринимаем всерьез. Через историю Мелиса комикс пытается достучаться до читателя, он хочет, чтобы тот понял одно. Истинная любовь не в обладании, а в умении отпустить. Мы лжем, чтобы защитить, но живем свободно только в истине. Надежда рождается на грани между страхом и любовью, тьмой и светом. И именно она делает из нас тех, кто способен изменить даже богов. Это первый комикс, нет, творение фандома в целом, что заставило меня заплакать. Я рыдал как сугус, когда разбирал концовку. Прочтение действительно несет за собой ценность, так как оно имеет не просто идею или внутренний стержень, а целое эмоциональное, философское ядро, заставляющее тебя переосмыслить свои ценности, самого себя. А теперь, родной, попробуй мне назвать еще подобное творение фандома, не являющееся просто олицетворением фразы «сожру любой контент по МЛП». В этом и сыр-бор, они есть, но их буквально по пальцам сосчитать. По копытам, блин. Раритку не спутать ни с одним другим комиксом. Это первостепенно заслуга авторского стиля Люфтоника в совокупности со смелой демонстрацией вещей, от которых у нормальных людей происходит жесточайший караул, а у любого уважающего себя брони в моментика меняют носки. То есть это буквально нарушение табу. И знаешь, это охренеть как круто. Создается максимально тревожное противоречие, дающее ЛМР ту самую атмосферу, буквально угнетающую тебя ограниченной и оттого оптимизированной в производстве новых страниц цветовой палитрой. Кадры ощущаются будто пропитанными, благодаря чему их содержимое воспринимается совершенно иначе. Куда более тревожнее, как если бы они были в цвете. Даже анатомия персонажей, постепенно уходящая во все более антропоморфные
формы работает на это, создавая не только невозможный контраст, неуютность которого граничит с разрывом сосиска, но и вызывая зловещую долину своими телами, застрявшими между ванила и антродвижухой, делая комикс тем, чем он является. Но ты этого не делаешь, потому что тебе интересно следить за сюжетом, потому что тебя уже подцепили на крючок, и не только дофаминовый, а адреналиновый, как и подобает жанру. Его сполна обеспечивают сцены, которыми Джей не злоупотреблял. Наоборот, крайне удачно и дозированно оставлял по всему комиксу. Черт на авторе понимает, как вогнать в тревогу, отторжение и притягательную опасность. Это тебе не фабрика радуги и не капкейки. Это true крипипаста. Визуальный психологический эксперимент на тебе. Такой подход — редкость, требующая не только вкуса, но и яиц. Раритка балансирует между эротикой, зловещей долиной и мультяшной эстетикой. Сочетание, вызывающее буквально самый глубокий дискомфорт. Но каким бы легендарным не был бы комикс, он не лишен своих проблем, зачастую на фундаментальном уровне. Элементарно сказывается тот факт, что ЛМР — это аск-комикс, изначально не предполагающий ни сюжетного развития, ни полноценной истории. Максимум таких произведений — сценки с центральным персонажем, построенные вокруг активности комментаторов авторского тамблера. Изначально так все и было, но с ростом аудитории у автора появилась амбиция сделать нечто большее, построить свой ответ аску Пинкамина, что автоматически требовало хотя бы зачатков глобального сюжета. Разумеется, наработки у Люфтоника были еще даже до появления МЛП как такового. История Мелиса вынашивалась им долгих 16 лет и была завершена лишь в 2020 году. То, что мы сейчас имеем, результат удачного симбиоза старых идей формата Аска, который стал для них витриной. Он не упустил волну хайпа, и это сыграло ему на руку. Тем не менее, Аск все еще писался на ходу, что нормально до тех пор, пока он не перерастает в полноценную историю. Нельзя просто сесть и начать писать книгу с чистого листа, не имея хотя бы базового скелета истории, персонажей и финального видения. Но наш художник оказался исключением. Он заранее проложил маршрут, по которому будет двигаться сюжет. Он знал, куда идет, он имел финальное видение. Конечно, в таком подходе есть минусы. Чеховских ружей, так и не пальнувших, более чем достаточно. Например, клан Луны, созданный в результате гражданской войны с последующей Селестией и узурпацией власти, в котором состояла Трикси, который напрямую контролировал Мелис еще задолго до того, как вселиться в Твайлайт. Охуел, я тоже, таких примеров еще пруд-пруди. Некоторые страницы и вовсе подверглись редконам и превратились в альтернативные вселенные. Сука, даже это он обыграл! Он гений! Просто ответственно подойдя к созданию истории, Люфтоник смог написать достойное произведение, сведя спонтанность Аска к минимуму. Посмотрим, что получилось. Он Мелис и РЛ, хотя, будем объективны, неопытность автора как писателя в любом случае сказывается. В первую очередь на персонажах и их развитии. Как таковая, внятная арка есть только у Мелиса. Он ощущается живым, мотивированным, ему действительно можно сопереживать, а в финале он делает выбор, который влияет не только на него самого, но и на всю историю в целом. Где такое видано в крипипастах по My Little Pony? Но в это же время на его фоне остальные персонажи скорее напоминают просто наборы черт завязанных на каком-нибудь одном прикольном образе. Они работают как функции, не совершая значимых для своего развития поступков. Не, конечно, если и делают, то чисто ради сдвига глобального сюжета с мертвой точки. Причем даже не то чтобы по собственной воле. Ими кто-то управляет, чья-то воля тоже чем-то подпитывается, и так по цепочке вверх, пока все не упирается во вселенское добро или зло, которому уже, в принципе, мотивация как таковая не нужна. Это классическая ошибка попытки выстроить мотивацию характеров у начинающих авторов. Это классика! Но тут в дело вступает Александр Родионович Бородач. И именно он частично вытаскивает сюжет из этой ловушки. Потому что, по сути, он и есть то самое вселенское зло, до которого вся цепочка и доводит. Но в отличие от Славы Чиназаса и прочей нечисти, он не просто функция, а персонаж. У него есть своя личная драма, и он не просто толкает сюжет, он его сознательно формирует, используя других как инструмент. И в этом контексте фанерность остальных героев уже не выглядит так плохо. Они такие, потому что его марионетки. Это просто и это гениально, оно играет на пользу истории, и в итоге та не тонет в типичной ошибке мотивации через чужую волю. Не полностью, не идеально, но достаточно, чтобы сказать да, it just works. Как уже стало понятно, Lil Miss Rarity — это то произведение, которое нужно читать не глазами, а сердцем.
И в этом его главная проблема. Понять, о чем на самом деле это таск, буквально непосильная задача для обычного читателя, пришедшего за эмоциями, а не за тем, чтобы безвылазно потратить сутки на анализ истории. Разглядеть ее за бубами и ядерными бамперами, приправленными ультрафиолетом, ну задача непосильная. Баклажаны рвут резинку. Глаз то и дело косит туда, куда не надо, отвлекая от глобального сюжета. Ну плохо ли это? Нет. Что если я скажу тебе, что это изначально было запланировано? Люфтоник пытался рассказать историю тем, кто действительно захочет ее услышать. Тем, кто пришел сюда не поглазеть, а почитать. Как я уже сказал, не глазами, а сердцем. Он буквально издевался над теми, кто видел в проекте всего лишь мои маленькие афиши, пихая в кадр кровь и сметану, приправленные извечным ломанием четвертой стены со стороны Мелиса и Пинки, регулярно стебущих таких вот читателей, не способных увидеть всей картины целиком. У меня есть довольно необычный... Да мы Открывай, пожалуйста. Ты делаешь обзор на библейскую историю. Каким образом у тебя здесь визуальная новелла про инвалидов? Я стал сам, которого Я не могу. Он сам как Мелис, он лгал на протяжении всего комикса, строя из него незамысловатое, чтобы под конец нанести сокрушительный удар по сердечкам тех, кто следовал по его зову, оставляя читателя наедине с самим собой и пищей для размышления. Буквально то самое состояние после просмотра фильма, когда ты сидишь 30 минут, втыкаешь в стену и не хочешь жить. Но не только в этом заключается его гений. Он раньше всех осознал тот факт, что красивые женские или не очень женские формы очень хорошо продаются. И он выбрал свою нишу, новообразованный, разгоряченный бронефэндом, и принялся, прости господи, ковать. После моих поисков материалов мне уже никакая свечка в цирке не поможет. Он завлек в себя огромное количество аудитории за счет по ней чуть ли не на уровне самых страшных фильмов, и приправив сверху еще создав ядерную смесь, которая просто не могла бы не поднять мисс Рарити на воздух. Когда это произошло, Люфтоник просто взял и использовал комикс как плацдарм для ввода истории, которую тот хотел рассказать еще со своих 13 лет. Он сделал так, чтобы она не просто была услышана, а оценена по достоинству теми, кто окажется на это способен. Он убил сразу не 2 зайцев, а 3, еще поимев с тех, кто пришел просто поглазеть. Аск оказался полигоном для оттачивания своих навыков рисования и демонстрации возможностей, что спустя года позволило типу выбиться далеко за рамки фандома. Полигон! Теперь он имеет еще из камишек, стабильно оформляемых ему уже не бронями, а фурями. Чел прокачался до профессионального уровня, став востребованным художником. А как мы знаем, там крутятся сумасшедшие бабки, особенно у тех, у кого есть имя. И поверь мне, этот бро далеко не последний художник. Глеба ставлю, случайно наткнуться в интернете на его работы, труда вообще никакого не составит. А теперь заработанных с народа бабок чудак сидит и пилит свою игру, реализовывая очередную мечту о полностью самостоятельном проекте. Ну, типа, полностью, с потенциалом на могилу каждому фанатскому ремейку Lil Miss Rarity. Она очень смелая, потому что показывает истинную сущность в интернете. И сюда свои мотивы твиттерские засунула. Она сделала из Rarity стримершу, трэш-стримершу. В дверях стояла редкость, настоящая редкость. То есть она еще все обесценила. Она еще и разделила. Ты диагноз повторяешь. 2 злых клона. Вот тебе и весь сюжет. С другой стороны, лепить из Джея Оверлорда, продумавшего все еще задолго до нашего с тобой рождения, не будет объективным. Скорее, это просто умелая импровизация, успешная попытка оседлать случайно созданную им же бурю. Но как он создал ее? Об этом мы говорили в начале, но я имею в виду другое. Почему она такая? С эротической подоплекой, угнетающая просто от самого своего внешнего вида. ЛМР, как и зачастую любое другое личное творчество человека, является внутренней проекцией его самого. И поверь мне, зная то, что происходило с Люфтоником за все то время, пока создавалась наша маленькая мисс, вопрос о том, почему комикс такой, какой он есть, отпадет сам собой. Известный ранее как Lil Miss J, он вырос в Лос-Анджелесе, по большей части в атмосфере страха. В том числе и из-за бати, который систематически арбузил всю семью. Не весело, да. А потом вообще стало грустно. Однажды его кенты решили сделать жесткий пранк какашкой в школе, сказав, что школа заминирована по громкоговорителю. До следующий день произошли события колумбайской школы, и как-то уже не весело стало. Семье пришлось быстренько оформить Себастьяна, мало ли что. Они переехали в Йорба-Линда, и Батек явно был не в лучшем духе после такого, можете представить, что там происходило. Чуть позже он перевез семью в Парадайз, типа для нового начала, для жесткой расчеловочки на пенсии. Но на самом деле, чтобы сходить налево, причем с концами. Респектовая пенсия, ничего не сказать. Измену матушка запалила и подала на развод. Семья окончательно
окончательно распалась. Правда, Батек не хотел так просто уходить за хлебом и затягивал процесс. Пытался лишить всех бабок и поворачивал арбузивную стрелку в сторону матери. Вскоре происходит очередной удар. Бабушка Джея уходит на тот свет, но оставляет огромное наследство в семье. Изначально мать хотела откупиться от батька, чтобы это не значило, но позже решила вновь дать по педалям вместе с Джеем и его братом, купив собственный дом где-то далеко. И вновь история. Дом оказался сущим кошмаром прямиком из Breaking Bad. Сущим буквально. Прошлые хозяева варили в подвале так называемых котиков. Можете представить, как выглядела эта стримхата. Ноябрь 2018. Пожар Campfire. Стихия уничтожила почти весь Парадайз. Семья выехала только каким-то чудом, потеряв почти все. Машину, лут, а сам Джей жесткий диск с материалами на свою карточную игру, который собирался пустить в продажу. К счастью, хата уцелела, но город превратился в руины. Инфраструктуру власти не восстановили, только оставили временные кибитки. Тем, чьи хаусы сгорели, страховку выплатили, и они уехали на. Но семья осталась в Парадайзе, контингент в котором после пожара оставлял желать лучшего. По улицам шастают на с сосисками, полиция говорит, вот как так и позвоните и прочее. Не сказать, что чувак на самом деле сейчас шикует. Ближайший магазин, скорее сказать, Генделек, находится в часе езды. Работы в городе по понятным причинам нет, да и работать, как говорится, некому. У Джея там целый пакет физических и психологических болячек. Старость не радость, но ему уже 8-й раз отказывают в пособии по инвалидности. Ну, как говорится, кому сейчас легко. Короче, с бабками вообще пиздец. Цена на страховку улетела вообще на Венеру, а бензин и продукты тоже имеют свойство дорожать, а бабок не прибавляется. Можете спросить, почему тип просто не свалит? Ну, потому что, как он заявляет, не может бросить семью. Матери уже 75 лет, а браток тоже не ушел далеко от Джея по здоровью. Нужны бабки на ремонт тачки и на пожить первое время после переезда. Про долги я вообще пасно буду открывать там же хитя. Чтобы как-то выкарабкаться из этой ситуации, создатель Lil Miss Rarity, некогда легенда фандома, запустил GoFundMe, надеясь на то, что ему просто так или за былые заслуги задонатят 60к долларов. Мягко говоря, это вряд ли так работает. Никому нет дела до того, что происходит у других, пока это не касается их самих. Никто не будет тебе помогать добровольно, без ответной выгоды. Поэтому ты должен помогать себе сам. Но, слава богу, я этого и не предлагаю. Я здесь только потому, что Lil Miss Rarity сделала меня своей шлюхой. Она мне не просто понравилась, не просто заставила поплакать или что-то там переосмыслить. Она изменила нашу с командой жизнь. В лучшую или худшую сторону, не знаю, но за это мы ей благодарны. Поэтому мы хотим предоставить возможность сказать свое спасибо и вам. На случай, если мое видео заставило тебя взглянуть на этот таск по-другому. На случай, если тебе так же, как и мне, захотелось сказать ему спасибо не только словами. Например, соточкой на пиво, в знак благодарности. Да, мы немного напряглись, чтобы придумать, как обойти ограничения и сделать это возможным для СНГ. Старый волк лично скажет тебе за это спасибо в виде сигны. Просто достаточно, на пиво ему кинуть, пусть попьет. Обо всем я читаю в сообществе или телеге, можешь не переживать. Пиво! Несмотря на то, что GoFundMe это не Kickstarter, но Люфтонику есть что предложить взамен. Один из примеров — заняться игрой Melody. Если ты думал, что на этом история Miss Rarity заканчивается, ты очень сильно ошибаешься, родной. Это только начало новой эры, о которой пел Заквиэль. Добро пожаловать в Melody, духовного наследника проекта. Самостоятельную, полностью оригинальную игру, независимую от MLP и даже самого фандома. Фактически переосмысление истории Rarity, происходящее в крайне знакомых нам локациях, наполненных персонажами, узнать в которых старые добрые образы не составит труда. События игры будут разворачиваться в мире Люцидии, готовящем для игрока нечто совершенно новое. Если мир Мелиса, созданный страхом, для соблюдения баланса должен быть наполнен любовью, превращаясь в дурашливое место, полное милых моментов, растущих семей и ситуаций, где персонажи буквально респавнятся как в видеоигре, если погибают, то мир Люцидии, созданный любовью и уравновешенный страхом, окажется наполнен развалившимися семьями и войнами. Это пугающий Silent Hill подобный мир, над которым Люфтоник работает уже порядка 23 лет, и чья история будет вертеться вокруг хорошо знакомого нам персонажа, несмотря на то, что видим мы ее впервые. Мелоди, оклейменная символом сердца самой Люции, позволяющей переплетать ее локоны, создавая личные сны или даже кошмары. Таких, как мы уже знаем, называют ткачихами снов. Ну и, конечно, ни одна история, вдохновленная Lil Miss Rarity, не была бы полной без кошки. Мелоди будет сопровождать кошак! Некая Никснада, узнать в которой знакомые черты, собственно, тоже труда никакого не составит. Мелоди — это история о безнадеге, о том, что мы не можем контролировать все, как бы того ни хотели, когда единственной опцией остается просто наблюдать за тем, как разворачиваются события. Игра планирует 13 глав, вместе работающих на центральную мысль. Сколько бы вы ни трудились, какой бы выбор ни сделали, каждый раз это приведет к одному и тому же. Потому что вся история — это энтропия. Бесконечный цикл нигилистических неудач, переходящих в
Ничто, ничто и еще раз ничто. Релиз первой и, возможно, даже сразу второй главы запланированный на октябрь 25-го. Активная работа над игрой ведется вот уже несколько лет. Конечно, сроки могут варьироваться. Все же игра разрабатывается в одиночку, но я уверен, скоро мамочка снова вернется всем доказать, что она все еще красива. Supplies. It's me. Hi, everyone. I'm Jay. I hope this gets translated properly to Russian because I know the translations can cause a lot of confusion. First and foremost, I want to give an apology. Little Miss Rarity was something I didn't really know how to write. I was going through a time when I first started it, and there's a lot of moments in the story that I wound up removing later on because it was just like getting too weird, and I couldn't figure out how to make it like fit together with the story. There were parts that I didn't know how to like continue, didn't want to continue. So there's a lot of parts that I just kind of cut out. Whatever. Anyway, basically, sorry about all the weird like parts of the blog. I'm a person who draws for a living. It's like what I do. But the reason I want to mention that at all is because Melody, the game coming out that I'm making, is not y'all have nothing to worry about. It's ecchi, aka it's close. It's like it's got skimpy characters like this one right here, but it's not. I started writing the story of Malice in Lucidia when I was really young, like 11, maybe 12 years old. And throughout the years, I've like fine-tuned it. I've fixed plot holes and stuff. And I think I'm like actually at the point where I want to tell the story. Right now, as of recording this, I'm working in 3D, learning how to use Blender. Here's a little video showcasing that. And I'm building the environments for the game. It's a lot of dark 90s inspired kind of Silent Hill atmosphere that's gonna set the stage for, you know, the horror that I'm going to be creating. Melody is a solo project. I'm a very, very, very slow worker, and I would like to have something playable in October of this year. I'd kill to have a full-fledged demo of the game out, but I don't know if I can do it in that time. Maybe. We'll see. I'm gonna be working hard on it, but, you know, there's a lot of stuff going on in my life, and I'm just a slow worker in general. Ask any of my commissioners. As of recently, the state of California has doubled our insurance rates and then doubled them again, leaving us with 6 times the cost of fire insurance. And I'm disabled. I have rheumatoid arthritis. I probably have autism. I don't know. I never got that one diagnosed. And there's no job availability up here because my town burned down in 2018. Here's a video of that. That's my town. Anyway, I could rant on and on and on about how bad things are in California, but I won't. The fact of the matter is, I just need help. I hate asking for it, but I need help. If you'd like to help, you can actually do so easily. I have a couple means of donating to me, and if you would like to, I'd be extremely grateful. There'll be links somewhere, maybe in the description, I don't know. I'd greatly appreciate that. That would be amazing. Right now, I've been needing to replace a car that I lost in the fire for a very long time. Here's a picture of my car, and I need something new, you know, so that I can eventually move out on my own. But as of right now, every bit of money that I make is pretty much just swallowed by feeding myself and paying the bills. If you're wondering why we can't just leave, it's because our house is a mess and we live in the middle of a burned down town, so it's not like real estate is very valuable around here in the first place. So I hope that you'll support in the production of Melody. Even if nobody donates, I'm still going to be making the game, but donations absolutely help. It's a passion project. I want it to be great, and I'm going to be working on it no matter what, you know. Even if I'm trying, I'm still going to do everything in my power to get this game created. It's something I really want to make. If you want examples of my work throughout time, Little Miss Rarity isn't the only thing I've made. I also made Bestia, which is a mod for Binding of Isaac that turns the beast into this. Much to the internet's delight, I assure you. I'm still working on that, though. You can also see some of my pixel art in an upcoming indie game called Neojunk City by Josh Hanno. It's incredibly minor work. It's just a few small animations, nothing credit-worthy, but hey, here's proof of my hard work.
I animated that. That's me getting shot. But anyway, the most important thing about my little video here is that I want to thank you all. Thank you all so much for making Little Miss Rarity such a huge part of the Brony fandom. You guys really did prevent my... I wouldn't be here if it weren't for the overwhelming support from the Brony fandom. It's a shame that the fandom no longer wants me in it, but that's okay. And also, it's a really long story. I don't mind people hating me. I never did. I never will. Not everyone has to love me. I'm just a guy who draws cute girls and scary art. And Paul, thank you all so much. Love you all. And I hope that you like Melody when it comes out, even if the main character has very big boobs.